Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых лидов из ВКонтакте по форме сбора заявок в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из ВКонтакте в другие системы. Например, в Unisender добавлять новые контакты, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. На этом этапе необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам из формы сбора заявок, выбираем действие «Загрузить лиды New». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к сервису Apex Drive. В этом окне необходимо указать логин и пароль личного кабинета ВКонтакте. Далее необходимо отметить галочкой группы, которым вы хотите предоставить доступ. На этом этапе предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом ВКонтакте. После того, как доступ выдан, просто закрываем это окно. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Далее необходимо указать группу, по которой вы хотите получать новые лиды. Теперь отмечаем галочкой форму, по которой нужно выгружать лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем формам, выбираем «Подключать все текущие и новые формы автоматически». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из лидов. Если на этом этапе данных нет, вам необходимо перейти к вашей форме и заполнить тестовую заявку. После этого возвращаемся в систему Apex Drive и подгружаем тестовые данные. Когда тестовые данные отобразились, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо указать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее переходим в настройки аккаунта. Теперь нам необходима вкладка «Интеграция и API». На этой вкладке нам необходимо скопировать ключ доступа к API. Для того, чтобы это сделать, необходимо кликнуть «Показать полностью». Теперь потребуется ввод пароля личного кабинета Unisender. Когда ключ API полностью отобразился, копируем его и вставляем соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который нужно добавлять новые контакты. Далее вы видите поля Unisender для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменные из ВКонтакте. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender в качестве новых контактов при каждом новом лиде из ВКонтакте. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender».
После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!